Привет, YouTube! Привет, зрители! Сегодня не будем ничего разбирать. Сегодня я хотел поговорить о приемных платах, процессорах, там, оперативной памяти, то есть всего импорта современного, да, который нам попадается. И на чем можно заработать, собственно, и почем я лично сдаю, то есть и в каком количестве. Какие платы, показать их примеры, то есть многие люди не знают этого, но кому-то, может быть, кто уже знает все, будет и тоже интересно посмотреть по ценам. Вот я в Московской области живу, и вот какие цены у нас. Давайте приступим, посмотрим. Значит, это материнская плата, так сказать, из группы новых. То есть после Pentium 4. Ну, это сокет 775. Я их сдаю 190 рублей килограмм. Сейчас вот цена немножечко упала. До Нового года была 210. Вообще. А сейчас вот 190 рублей. Что с платой с этой надо сделать, когда вы ее снимаете с компьютера? Снять алюминиевый радиатор. Вытащить батарейку. Собственно, все. Эту плату можно сдавать вот в таком виде. Не допускается снятие мостов. Не допускается снятие чипов. То есть эту плату нельзя разбирать. Если ее вы снимете мост, потому что все понимают, что этот мост как бы достаточно много содержит золота. Если вы снимете мост, по таким деньгам у вас ее уже не возьмут. Ну, по крайней мере, в той фирме, куда я отвожу. Так, это тоже из-за серии после Pentium 4. Это плата AMD, процессор поддерживает сокет 939. Собственно, все то же самое, 190 рублей за килограмм. Ничего не снимать, снять батарейку, снять радиатор алюминиевый, если есть, и можно сдавать. Вот, ну, средний вес платы 500-600 грамм. Сами считайте. Пойдемте дальше. Давайте вот с этого вот начнем. Эта плата до поколения Pentium 4. До поколения Pentium 4. Значит, что по ней могу сказать? Как определить до поколения Pentium 4, если вы не разбираетесь там в сокетах и тому подобное, когда был Pentium 4, когда был там Core 2 Duo, Core 2 Duo, когда был еще какой-то процессор, в какое время. Вот по сокету просто он должен быть пластмассовый, и он должен быть вот такого размера. Большой. Я сейчас покажу еще одну разновидность плат. Просто вот эти два вида надо запомнить. То есть вот большой сокет, пластмассовый, и сейчас еще покажу. Собственно, по этой плате то же самое. Я вот почему ее отдельно как бы еще вам хочу показать. Вот видите, вот здесь стоял мост. Ну, его плохой дяденька какой-то оторвал, наверное, вместе с алюминиевым радиатором. Потому что они иногда очень сильно от термопасты приклеиваются к алюминию. Ну, может, повезет, примут. Может быть, вот увидят, прям сразу откинут. То есть разговаривать никто не будет даже. Просто вот хочешь, сдавай там по 100 рублей их. То есть когда в микс, грубо говоря, какой-то кидают. И все. То есть они не допускают снятия каких-то деталей с этих плат. Вот эта плата идет по стоимости 380 рублей. 380 рублей, ребят. Ну, думать вам, разбирать на афинаж, либо не разбирать. Я считаю, что сдав две платки, получив там, грубо говоря, 400 рублей, это лучше, чем возиться с афинажем. Ну, получите вы там, я не знаю, 0,005 грамма. Ну, что от этого? Много вы не заработаете, по крайней мере. Собственно, вот такая платка. Следующий вариант плат я тоже вот оставил, показать вам. Следующий вариант плат тоже до Pentium 4 идет, но она идет под слот 1. То есть это сокет, который называется слот 1. Что значит мы с ней делаем? Снимаем вот этот радиатор. То есть это все очень просто делается.
Вот так вот раз, раз, все. Это алюминий. Причем это алюминий профильный. Это не просто микс, это идет в профиль. Просто чтобы вас не обманывали там металлоприемщики. Это профильный алюминий. Он дороже. Он где-то, если простой алюминий там 50, то этот 70 стоит. Так, дальше. Ну, снимаем батареечку. И все. Эта плата готова к сдаче. Это тоже до Pentium 4. То есть это 380 рублей за килограмм плата. Вот это не обязательно снимать. То есть вот снимаем батарейку и снимаем... где он стоял-то хоть? Вот здесь он стоял. Алюминиевый радиатор. Все. Вот это все оставляем, ребят. Не снимаем это все. То есть вот как она есть, так вот ее оставляем. Так, ну следующая плата. Это у нас вот такого типа плата. Это плата от серверного оборудования. То есть это уже с профессиональных каких-то там блоков. То есть как видите на нем. Значит, как ее отличить? Это при присутствии на плате двух сокетов. На одной плате 2 слота сокета должно находиться. Ну, соответственно, вы видите, сколько слотов под память идет. Там же тоже все позолоченное. Вот. Ну, соответственно, наличие чипов тоже гораздо больше. Чипов, мостов гораздо больше на этой плате, чем на обычной материнке. Плюс еще с обратной стороны этой платы тоже нанесены SMD конденсаторы, резисторы, короче, компоненты SMD. Ну, то есть, которые там содержат и золото, и палладий, и вот видите, вот этот танталовый конденсатор. Соответственно, эта плата идет по цене 440 рублей за килограмм. То есть эти платы бывают, ребят, вот такие. В одном из видео я разбираю как раз сервер. Можете посмотреть. Там я снимаю, ну, наверное, вот такую плату. То есть она весом, там, по-моему, если не ошибаюсь, килограмм. Вот опять же, вот видите, какие уже компоненты вот уже расположены на этой плате с позолотой. Вот, ну, это, знаете, тихонечко, аккуратненько можно отпаять, конечно. Вот, ну, я так делаю. Вот такие компонентики и отпая, они не заметят, когда вы будете сдавать. Они не понимают, что они есть. Нет, потому что не на всех платах они есть. Вот, можно что-то, конечно, мелкое, какое-то интересное снять с этих плат. Ну, как бы в копилочку себе отложить. Но если вы чипы сдерете, мосты, чипы, они это заметят. Потому что после них остается такой след неприятный. То, что вот вы сняли. Вот, ну, собственно, эти платы по-разному. Скажем так, от грамм 700 до... Мне, по-моему, встречалось 1,5 килограмма плата. Стоимость, еще раз повторюсь, 440 рублей за килограмм. Так, ребят, вот, ну, вот эта плата у нас плата из группы Mix. То есть, соответственно, с этих плат можем снимать все, что нам нужно. Хотите, можно снять вот по серебрянку. Хотите, можно снять резки, да, ну, резки я сниму, по серебрянку не буду. Это платы, грубо говоря, ну, СССРовские, какие-то, да, вот на таком толстом текстолите, вот, не хрупком текстолите, то есть нормальный текстолит. Соответственно, с них допускается снять 30% электронных компонентов. То есть мы снимаем все, что нам нужно, но не перебарщиваем с этим. То есть, конечно, КМ-ки, там, микросхемы с позолотой, там, я не знаю, транзисторы, КТ, там, 814, КТ 310, ну, все, что вам, грубо говоря, хочется, только не надо, вот, ну, перебарщивать в плане, вот, МЛТшки срезать, там, вот, подчистую вообще плату, там, флажки, там, да, ну, флажки, опять же, можете снять, ну, вот, грубо говоря, вот, реально 30% снятия компонентов, не более. Вот. Также к этой группе относится вот такой импорт. Вот такой, ну, вот, собственно, вот такой. То есть, собственно, это импорт, который, конечно, что-то содержит, но он очень-очень бедный.
То есть понимают все, конечно, в микросхемах. Вот тут палладиевые СМД, конденсаторы стоят, разъем лановский. Ну, это настолько всего тут мало, что как бы эта плата дороже, чем в эту группу, не идет. Значит, что касаемо вот подобных таких плат. Значит, соответственно, что могу сказать по ней? Мы, опять же, с нее снимаем то, что нам нужно. То есть, что можно снять с этой платы? Можно снять конденсаторы СМД, да, содержит палладий, платину. Можно снять, допустим, какие-то разъемы, вот, лановские, да. Можно снять вот такие разъемы, да, они тоже немножко. И можно снять чипы. Вот это, по-моему, называется BGA чип. В нем достаточно много содержится, потому что эта плата, видимо, использовалась как-то связана с сотовой связью. Ну, я вижу вот тут разъем какой-то непонятный. Ну и по компонентам я вижу, что эта плата как бы использовалась в каком-то устройстве, которое, грубо говоря, со связью связано. И используются, в принципе, вот эти BGA чипы, они очень, ну не очень, но, скажем так, достаточно богатые по содержанию золота. Я их всем рекомендую снимать. Я даже, если честно, вот эти вот конденсаторы иногда брезгую снимать, а вот это снимаю. Вот чипчик, и вот эти чипы обязательно я сниму с этой платы. Ну и также эта плата идет в группу микс, ну, потому что достаточно бедная, ничего в ней нету. Вот. Значит, еще что хочу добавить. Эта группа не допускает деталей типа трансформаторных катушек, электролитических конденсаторов и каких-то там частей монтажа, да, то есть там каких-то металлических частей, пластмассовых частей крупного габарита. Крупный габарит, то есть считается все, что свыше 2 на 2 сантиметра, нужно демонтировать с платы. Ну, соответственно, из того, что я перечислил. Это медные катушки, это электролитические конденсаторы и какие-то технологические детали, да, то есть там какая-то там перегородка где-то стоит, металлическая или пластмассовая, ее надо демонтировать. Вот. В принципе, вот эта плата, вот это прокатит, то есть потому что вот здесь кнопки содержат серебро. Но вот из того, что я перечислил, это надо убирать. Эта группа стоит у нас 135 рублей. 135 рублей я вот сдаю. Вот такие платы. Так, ну, следующая платка, это платка, так сказать, мониторка. Группа мониторка называемая. Значит, что она из себя представляет и как ее, грубо говоря, определить? Определить очень просто. С одной стороны желтая, коричневая, неважно. С другой стороны зеленая. Это самое простое. И, как правило, эти платы вот такого типа. То есть текстолит у них не текстолит, а какая-то вот пластик какой-то. Не знаю, как этот материал называется. Вот. Это самые бедные платы. То есть, в принципе, с них тоже можно снимать все, что вам угодно. Ну, скажем так, тоже в пределах разумного. То есть можно снять вот лановский разъемчик, можно снять микросхемки. Но эти микросхемы настолько бедный этот разъем, что, ну, кому как угодно, кто как любит работать. Мне, допустим, дороже время, чем снятие вот этих вот радиодеталей. Вот. Значит, эту плату раньше принимали в куче с миксом, допускалось объем около 30%. В общей массе таких плат. Сейчас ее вынесли отдельно, и такая плата сейчас принимается отдельно, собственной позицией
по 55 рублей за килограмм. Вот такая вот платка. Эти платы, в принципе, стоят во всех практически устройствах, принтерах, мониторах. Ну, вообще, как правило, на такой плате используется, ну, то есть блоки питания такие делаются из таких плат, то есть электрическая часть прибора. И, соответственно, вот в мониторах, допустим, да, вот этих электронно-лучевой трубкой, вот она только там такая и стоит, то есть другой там платы и нет. То есть, ну, грубо говоря, вот такая платка. Так, следующая позиция, давайте их вот сразу прям как бы так по 3 штучки. Следующая позиция — это платы, как бы так они правильно-то назывались бы, периферии, но все-таки периферии есть отдельная позиция, которую я сейчас дальше расскажу. Это платы видеоконтроллеров, это платы звуковые, сетевые, то есть платы, которые вставляются в компьютер, в материнскую плату, да, имеют на своем борту, скажем так, ламельки. Вот. И еще одна как бы вид, это платы CD-ROM. Они тоже идут отдельно. То есть это вот у нас раз отдельно позиция, два отдельно позиция, это 3 отдельно позиции. Значит, это платы CD-ROM. Их тоже надо собирать отдельно. Если вам какой-то приемщик говорит то, что все это в кучу, и там по 100 рублей, не слушайте его, делайте, собственно, свой вывод, сдавать вам или не сдавать. Но я вам сейчас все по порядку объясню, какая плата, почему дорого стоит и какая дороже. Эта плата, значит, вернемся к платам. Это плата CD-ROM. То есть они бывают вот с таким AID слотом для подключения самого CD-ROM. И бывает вот с таким SATA слотом. Вот видите, даже Пионер написано. Собственно, давайте по порядку. Значит, это плата видеокарты. Это самая дорогая плата из этой группы, грубо говоря. Почему? Она содержит вот такой мост с хвостиком позолоты. Это, в принципе, на данный момент, ну, и было, и есть, это самые дорогие мосты, тем более находящиеся на видеокарте. То есть в этих мостах больше всего содержания золота. Так что вот стоимость платы вот в таком виде, то есть по-любому снимаете металлическую планку, которая держится, да, на корпусе. Стоимость такой плат 440 рублей за килограмм. Что вот так вот. Да, кстати, если кто-то не подписан, с удовольствием буду видеть, так сказать, вас в рядах подписчиков моего канала. Подпишитесь. Стараюсь снимать видео почаще, по мере возможности, и рассказывать все, что, собственно, знаю. Дальше. Это плата сетевая. То есть сетевая карта, которая, опять же, вставлялась в компьютер. Вот видите, какой-то разъем. Чем дорога эта плата? Ну, как и в предыдущей, присутствие ламелей, присутствие вот таких чипов. То есть это, в принципе, самый бедный чип, но в нем все равно приличное количество содержится. Ну и, соответственно, разъемы тоже с позолотой. Стоимость таких плат 260 рублей за килограмм. То есть это сетевые. Сюда же идут звуковые карты. И, ну, бывают всякие там дополнительные, там, RAID-контроллеры, да, которые устанавливаются в PCI Express разъем, там, EGP разъемы, да, то есть, ну, старые там разъемы, современные разъемы. То есть, вот
вот такие платки. Вот по такой стоимости. Собственно, они не особо дорогие, но стоит отдельно их сдавать. И последние платки из этой, вот скажем так, группы, да, периферии. Ну, периферии, я имею в виду компьютера периферии. Не позиции периферии, а компьютера. Это платы CD-ROM, да, как я уже их показывал. Значит, сразу к цене. Эти платы принимаются по 330 рублей за килограмм. По 330 рублей за килограмм. И что они имеют на своем борту? Они имеют всяческие разъемы с позолотой. Имеют мосты, чипы. Имеют микросхемы. Имеют здесь вот разъемы. Тоже это все позолота. Пускай ее мало, но мало. Ну, собственно, вот такие платки, которые принимают по 330 рублей. Так, следующая позиция у нас это вот такая плата. Ну и подобные, да, просто я вот какой была под рукой, нашел быстренько. Значит, эта плата так называемой периферии. Вот как раз я говорил в предыдущем сейчас вот рассказе про платы периферии, да, компьютерные. А это именно вот позиция так и называется, периферия. То есть что? Ну, как вы уже видите, она побогаче, чем как бы какие-то даже материнские платы, скажем так. Что на борту этой платы должно быть? Должны быть разъемы. Вот разъем тоже с позолотой. Вот разъем. Должны быть разъемы с позолотой, естественно. Должны быть чипы. Не мосты, а чипы. Ну, соответственно, если мост есть, то это тоже приветствуется. То есть это, грубо говоря, один из признаков плат периферии. Ну, собственно, и все. Просто как бы достаточно богатая плата, где присутствуют мосты. Вот мосты, по-моему, как бы идут не менее 3. Должно присутствовать мостов, и тогда у вас ее должны взять уже как периферию. То есть, ну, соответственно, конечно, если там плата вот у вас метр на метр, а там 3 моста, ну, ее, конечно, тоже не возьму. То есть, эта позиция очень, очень такая гибкая, скажем так, и постоянно по ней какие-то происходят разговоры, скажем так, это пойдет, это не пойдет, ну, вот переговоры какие-то постоянно вот по этой позиции происходят. В ней нет конкретики, скажем так. То есть вот никак не придут приемщики к какому-то общему значению, как принимать эти платы правильно, чтобы никого не пытаться там обмануть и не было повода, да, для обмана. Вот. Соответственно, вот такая позиция. Принимают ее у нас сейчас по 250 рублей за килограмм. Это получается даже дороже, чем материнская плата после Pentium 4. То есть очень интересная позиция. Стоят они, как правило, такие в каких-то периферийных устройствах, то есть в принтерах бывают стоят. То есть одна плата там блока питания, мониторка, другая плата идет уже, так сказать, форматора принтера, и вот используется вот такая платка. Вот. Ну, еще у нас пару позиций. Это плата жесткого диска. Плата жесткого диска. Если честно, ребят, не знаю почему ее стоимость настолько велика. Стоимость вот такой платы 800 рублей за килограмм. Может быть, из-за того, что вот этот разъем в процентном соотношении к плате достаточно большой объем занимает. Ну, не знаю, честно. Я вот по ней не вижу, что в ней вот настолько дорого стоит. Может быть, какие-то вот эти чипы, которые на жестких дисках используются внутри, более какие-то богатые, что ли. Ну, не знаю. Вот, ну, факт остается фактом. Вот такая плата 800 рублей стоит. Так, иногда попадаются вот такие
так сказать, это процессорная карта от компьютера. Это, как я вот показывал, материнку старого образца с сокетом слот 1. Грубо говоря, она туда вставлялась. Вставлялся сюда процессор. Это как бы был такой, скажем так, переходной какой-то вариант. Вот, если кто видел, есть вот реально вот такие процессоры такого вот размера в пластиковом он таком корпусе, и он прям вставляется в этот слот 1. Это делалось для перехода на сокет PGA 370. То есть вот такие платы принимают по 700 рублей за килограмм. Если, опять же, вы их наберете, то можно сдать. Дальше идет у нас планки оперативной памяти. Их как бы приемщики разделяют на две группы. Это с желтыми ламелями и это с серебряными ламелями. Но сразу забегая вперед, скажу, что с серебряными ламелями это очень старая оперативная память. То есть это со старых компьютеров. Ну, достаточно, вообще там, я не знаю, там 486, наверное. Сейчас везде используются позолоченные ламели. Ну, собственно, вот такая, это вот DDR2 память. Значит, по стоимости вот такие планки. То есть может она быть и вот такой, то есть вот с такими чипами, да, микросхемами, но ламели должны быть обязательно золотые. То есть вот такие стоят 1750 за килограмм. Вот такие стоят 850 рублей за килограмм. Значит, следующая и последняя позиция, про которую хочу я вам рассказать, это позиция с процессорами компьютеров. Единственное, что у меня нету сейчас вот одного из их представителей, но он самый распространенный, самый у всех есть он в наличии, в принципе. Это в металлическом корпусе. Это там Pentium 4, Pentium Dual Core, Core 2 Duo, и 3, и 5, и 7, и 9, да, процессор AMD, какие-то там подсокет там AM4, да, там как они там септроны всякие и тому подобное. Ну, короче, железной крышкой. Вот, этого у меня процессора сейчас нету. Ну, я думаю, вы поняли, какие процессоры я имею в виду. Вот, соответственно, что я могу сказать по этим процессорам? Я их сейчас не сдаю. Почему? Та стоимость, которую за них дают, меня не устраивает. Не устраивает по одной из причин. То, что считаю эти процессоры намного дороже. То же самое, в принципе, было с платами жестких дисков. Буквально год назад такой цены на них не было. Была цена где-то в районе 250 рублей за килограмм. Сейчас она выросла до 800. То есть, да, понимаете, рост цены в 3 с чем-то раз за год. Это, я считаю, грубо говоря, обман. Обман в каком смысле? То, что раньше обманывали, потом люди прочухали, перестали нести по 250 рублей эти платы, цену повысили, соответственно, чтобы они несли. То есть просто делали деньги, принимали платы по 250, сдавали их там, перерабатывали, афинировали, получали, грубо говоря, колоссальную выгоду. То же самое, я считаю, сейчас происходит и с процессорами. И, ну, вот, скажем так, вот под вопросом только вот, наверное, хорошая цена вот на этот процессор, вот, на такого типа, да, на керамику. Ну, я их коплю пока, собственно, тоже пока не сдаю. Дешевле он точно не будет, но пока не сдаю. А вот по этим я могу вам сказать точно,
что обман происходит. Почему? Значит, здесь, конечно, менее бедное содержание, чем вот в этих процессорах. Но тоже, собственно, присутствует. Тут опять же используется SMD конденсаторы или там что-то. Тоже они содержат палладий. Вот. И вот такие процессоры. То есть вот такие процессоры вместе вот с такими зелеными и черными. Это вот Pentium 3. Да, это у нас Pentium. Просто какой-то Pentium. Ну, бог его знает. Такие процессоры принимают по 1500 рублей за килограмм. То есть сами понимаете, сколько их надо. Давайте на весы кинем. Вот этот зеленый весит 9 грамм. Вот этот весит 19 грамм. Ну, там с копейками. Вот этот 9, этот 19, да. Что касаемо этих процессоров. Эти процессоры, в принципе, цена достаточно достойная. Они бывают разные. Бывают Intel Pentium Pro, вот такой процессор. В них вот бывают такие вот вставки. Вот здесь черная, а бывает позолота. То есть это, в принципе, один из представителей этой группы самый бедный. То есть гораздо красивее по содержанию попадаются процессоры. То Pentium Pro, допустим, у меня вот он есть, но как бы сейчас нету доступа, скажем так, к этому процессору. Он вот реально вот такой. Вот реально вот такой процессор. Ну вот где-то вот такой, наверное. И у него вот размером, наверное, вот с этот процессор, металлическая часть покрыта позолотой. То есть вот такого цвета. Значит, такие процессоры, цены идут разные. То есть цены идут от 7000. Ну, где-то вот этот вот как раз и стоит около 7000 за килограмм. Опять же, вес его 28 грамм. Что, соответственно, уже более реально набрать килограмм. Это не 10 грамм. То есть 28 грамм. То есть там 3 процессора 100 грамм, 30 процессоров килограмм. 7000 рублей. Соответственно, такие мы процессоры бережно храним. Никуда ими не швыряемся. И сдаем, когда накопим какой-то существенный объем. Цены на них от 7 до 15 тысяч я встречал. Но, если честно, я вот уже года два их коплю. Но накопил я, может, килограмма полтора этих процессоров. Они уже достаточно редкие. Соответственно, пока я их не сдавал. То есть, когда буду сдавать, ну, посмотрим, как приемщики к этому будут относиться. Подведем итоги. Все озвученные мною цены на все платы, это платы я сдаю от, скажем так, ну, 300 килограмм, ребят. То есть партий, не то чтобы я вот процессоров там или вот таких там 300 килограмм должен дать, а партий, то есть всего я привожу в эту фирму 300 килограмм, грубо говоря. Там вот мешков 6-7 я наберу плат, там 8-9, и везу сдавать эти платы, чтобы получить такой прайс, такие цены. И может быть, конечно, они у меня уже и примут, если даже я и меньше привезу, потому что уже как бы уже и познакомился, уже и знаю. Но ребята как бы достаточно серьезные, и возиться им там с 30-20 килограммами абсолютно не интересно. Их время стоит дороже, чем будут они вот принимать вот эти вот по одной штучке плат. Ну, в итоге набираю, сдаю. Цены я вам все озвучил. Кто хочет озвучить свои, с удовольствием
обсуждаем это в комментариях под видео. Очень будет интересно послушать, какие цены в других регионах на все это. Пишите, не стесняйтесь. Можно прям сразу написать город и стоимость, почем вы сдаете. Будет очень интересно, на самом деле. Давайте заканчивать. Все дружно поставим лайки. Все, кто не подписался, подпишемся уже наконец-то. Хватит смотреть просто так видео. Уже можно и подписаться. Что такое? Уже не знаю, как вас заманить. Давайте подписывайтесь. Это для вас несложно. Для меня это стимул записывать больше видео. Ну все. Всем пока.